Всем привет, друзья! Сегодня на обзоре еще одно приобретение. Соблазнился хомяк на очередную модель, но тут соблазн был велик. Мало того, что на сайте я нашел эту модель по неприлично низкой цене, так еще и новогодняя акция добила. Так что вот, посылка у меня в руках, и сейчас давайте посмотрим, что здесь, и бегло осмотрим набор. Подробный обзор, как всегда, будет в отдельном ролике. Так что, если вы еще не подписаны на канал, то самое время это сделать. Жмите колокольчик и следите за новостями. Итак, в посылочке у нас две коробки и две краски. Давайте с химии начнем, чтобы уже не отвлекаться на мелочи. Взял эту краску только для того, чтобы добить стоимость посылки до бесплатной доставки. И на сайте не оказалось ни Томии, ни Валеха, поэтому пришлось выбирать из того, что есть. Но Александр Листопад мне подсказал, что такие краски будут разводиться растворителем Валеха, так что будем пробовать, будем красить, собственно, этими красками так же, как и валеховскими. Ну, я надеюсь, что они мне нормально подойдут. Взял цвет красный и British Sand Yellow. То есть такой вот немножко приглушенный желтый. Красный цвет у меня заканчивается. Да и вообще, если честно, нет нормального красного. То есть все какие-то странные оттенки. Ну вот, взял самый простой цвет, просто красный, без всяких там приставок. Так что думаю, это будет то, что нужно. Ну вот, судя по цвету, сейчас не могу сказать, как передает камера, но глазом я вижу, что это замечательный красный цвет. Такой, как и должен быть. И вот этот вот желтый, в принципе такой, как я себе его и представлял. Такой не яркий, но в то же время выраженный желтый цвет. Вполне возможно, что он у меня пойдет даже для этого трактора. Но это еще под вопросом, еще подумаем, в какой цвет его красить. Поскольку два цвета, которые у меня в наличии, они слишком яркие. И это, по сути, единственное из желтого, что у меня есть. Я думаю, этому цвету в любом случае найдется применение. Это у меня первые краски Атака в арсенале. Ну, попробуем, посмотрим, как они себя проявят. Понравятся ли и буду ли я ими и дальше пополнять свою палитру. Или все-таки уже с концами перейду на Томию. Ну и теперь посмотрим на коробочки. Первая — это современные дорожные аксессуары от Менг. Здесь у нас отбойник на шоссе, бочка с водой, также, которая служит ограждением на шоссе. Еще одна бочка поменьше и два вот таких вот ограждения, предупреждающие о каких-то работах. У меня есть в запасах 3 пикапа от Менг, ну, современные пикапы, естественно. И я думаю, эти аксессуары будут очень здорово дополнять такие модели. Возможно, сделаю некую подставку, виньетку для того, чтобы демонстрировать там эти модели. Здесь у нас два отбойника и остальные детали по одному экземпляру. На фоне аксессуаров от Mini-Art этот набор выглядит таким себе пробником. Хотелось бы видеть здесь каждого элемента по несколько штук. А внутри сюрприз. Два одинаковых литника с ограждением. Вот такое здрасте от Менг. Эту проблему, к счастью, магазин Best Models очень быстро решил, за что им огромное спасибо. Я отправил проблемную коробочку обратно, и мне выслали уже комплектный набор. Все за счет магазина. Так что теперь у меня в руках полноценный набор, бочки, ограждения и отбойники. Подробнее все это мы рассмотрим в отдельном обзоре. Ну а сейчас переходим к следующей коробочке. Так. Надеюсь, в тракторе подобных сюрпризов меня не ожидает. Хотя, конечно, все может быть. Но не будем забегать наперед. Давайте
открывать и посмотрим на него. Как вы уже увидели, это у нас Т100 от АВД, естественно, в 43-м масштабе. Моделька довольно любопытная, здесь много металла, в том числе и металлические гусеницы. Уже не терпится на нее взглянуть. И очень надеюсь, что здесь все комплектное. Сверил содержимое набора с инструкцией. К счастью, здесь все комплектно на первый взгляд. Как я и сказал, металлический капот, металлическая кабина, набор металлических траков и все остальное уже в пластике. Детали здесь свободно гуляют по пакету, но благо ничего не потерялось. Деталей, как видите, совсем немного, так что такая модель должна собраться очень быстро. Ставьте лайки, пишите комментарии, если вы хотите увидеть эту модель, сборку этой модели вне очереди. Буду ориентироваться на вашу обратную связь. Подробный обзор на набор также выйдет отдельным роликом. Рано, друзья, рано я закрыл вопрос с этим замечательным трактором. Оказалось, здесь все-таки не хватает деталей. Не хватает целого литника, а именно прозрачных элементов. Но плюс здесь в том, что это наименьшая из возможных потерь. Если бы не хватало пластика или металла, то, конечно, все было бы значительно хуже. Из прозрачных элементов у нас состоит, естественно, остекление кабины, ну и также здесь прилагается несколько фар. Все это можно при желании восстановить, создать самостоятельно из прозрачного пластика. Если вот посмотреть кабину поближе, здесь видно, какие здесь толстые оконные проемы, и в них, я думаю, вполне возможно вставить пластиковую деталь, вырезанную, и также из проволоки или припоя сымитировать уплотнитель стекла. Ну и кроме того, с трактором можно исполнить какой-нибудь другой сюжет. Например, сделать заброшенную машину или же колесницу постапокалипсиса. Кстати, напишите, какой бы вариант вам хотелось видеть. Восстановление модели, постапокалипсис или же заброшку. Я уже писал на Ritmonex, интересовался, можно ли получить недостающие элементы, но мне там отказали. Вполне возможно, что у них просто нет таких моделей, нет этих деталей, поскольку АВД заказывает в Китае печать наборов такими ограниченными партиями. Или же были какие-то другие причины. В любом случае, эту деталь от производителя я не получу. Но, тем не менее, как я и сказал, потеря хоть и досадная, но наименьшая из каких-либо возможных. Так что модель все же можно будет полноценно собрать. Итак, друзья, вот такая вот небольшая новогодняя посылочка. Не обошлось, конечно, здесь без сюрпризов, но все же она меня порадовала. Все же эти наборы удалось заполучить по очень выгодной цене, так что я доволен приобретением. Ролик же свой я на этом заканчиваю. Ставьте лайки, если этот обзор был вам интересен. Подписывайтесь на канал, если вы здесь впервые. И не забывайте оставлять комментарии, если есть что сказать. Я же с вами прощаюсь. Я благодарю вас за внимание. Всем пока и до новых встреч.